Привет! В этом видео мы вам расскажем, что в Tesla не так. Когда ты покупаешь машину, ты как бы надеешься, хочешь, чтобы все было хорошо, все правильно настроено, все на месте, но в Tesla не так. Ты покупаешь машину за 50, 60, 70 тысяч евро, вот это стоит 62 тысячи евро. И, наверное, если ты покупаешь Mercedes или BMW за 60 тысяч евро, там все отлично настроено. Но, как я говорил, Tesla нет. Что в Tesla может быть не так? Что у нас было не так? Ну, во-первых, много вещей. В начале, когда начали производить, не только Model 3. Сейчас Model Y есть все те же проблемы. Когда начали строить Model 3, первые Model 3, которые давали людям, были куча проблем. Проблемы типа, когда идет дождь, вода стекает назад. Если ты открываешь багажник, вода заходит в багажник, потому что оно как бы не продумано и вода стекает вовнутрь. Потом это исправили. Тоже было очень много проблем с краской в машине. Краска что-то красили не так, краска неровная, где-то вообще не покрашена. Тоже были проблемы с самой конструкцией корпуса машины. Двери не совпадают, что-то неровно. Это со временем начинает лучше, но все-таки всегда есть то, что люди называют, не знаю как по-русски, tolerance. То, что Tesla называет лимит погрешности. У них очень широкие лимиты. Что это значит? Например, что конкретно у нас было? Вот эти панели, которые тут сверху, они прицеплены, они какой-то там мягкий материал. У нас был этот панель там за пилар Б, сзади не прицеплен. Оно было там, двигалось. Еще у нас была задняя дверь, тот же дверь сзади справа, был чуть-чуть, правда, очень чуть-чуть, но какой-то там полсантиметра не совпадало с передним. Оно как бы вот так было. Не настолько, но немного. И самое главное, что у нас было плохое устройство там, где порт, там, где ты заряжаешь машину. Слева порт для зарядки и справа вот это для красоты. У нас было плохое качество, и она не совпадала очень сильно, и когда нам поменяли, она даже порвалась, она поломалась наполовину. Почему это так? Потому что когда ты покупаешь Audi или любую машину, привозят машину в место, где вы купили, в магазин. Там все проверяют, чистят, что в Tesla могут тебе давать тоже машину нечистую. И если все хорошо, тогда тебе звонят и дают. Но, как я говорю, в Tesla не так. Tesla принесли машину и дают тебе сразу. И это ты должен проверить, что там все нормально. А если что-то не так, как у нас было? В Tesla в приложении есть отдел, называется служба, сервис-центр. Ты туда пишешь или можешь звонить или по мейлу писать, отвезти машину, и они тебе исправят. Конечно же, бесплатно. Все, что ты нашел, все, что не так, они тебе поменяют. А если ты находишься, как мы, очень далеко от сервис-центр самый ближайший сейчас находится в Мадриде. Это 400 километров от нас. Сейчас хотят открывать один в Валенсии, это часа 2 от нас. Все-таки это далеко. Ну, ближе, но все-таки далеко. В этом случае в Tesla есть, что они называют Ranger. Ranger – это мобильная служба, это просто человек с грузовиком едет по Испании, по стране и чинит машины. В нашем случае, как на этой фото, которые вы видели сейчас, приехал к нам Ranger, он все исправил, мы говорили все, что не так, даже пару вещей, которые мы не написали на приложение, и он все, правда, за полчаса исправил. Единственное, что он не исправил, это вот этот для красоты штучка, когда он хотел поменять, она порвалась. У него не было другой детали, он как-то там прицепил скотчем как-то, чтобы она не упала, и через неделю или 2 недели он вернулся и поставил новую. Это все было бесплатно нам, потому что это все их вина, это был плохой контроль качества, и нам поменяли. Я к тому, что если ты покупаешь машину за такую цену, ты хочешь, чтобы все было идеально. Но если ты покупаешь Tesla, ты должен быть готов к тому, что наверняка что-то будет не так. Ты как бы должен проверить, что все там не так, прямо на месте, если не как у нас, что
нам перенесли машину на эвакуаторе. Если вы идете на место собрать свою машину, вообще нет проблем. Там подождать прямо на месте полчаса, идти с кем-то, у кого уже есть Тесла, если вы знаете, чтобы вместе проверить и прямо на месте сказать. Может быть, вам сразу все поменяют, и вы едете домой с машиной, уже все исправлено. Кроме этого, еще есть куча вещей, которые могут быть не так в Tesla. И это уже не hardware, не сама машина, а проблемы software. Проблемы, что у нас, и не только у нас, у всех Tesla сейчас. Мы это записываем сегодня какой день? 4-5 сентября 2020 году. Что сейчас не так. Во-первых, что меня больше раздражает, больше всего, это Phantom Brake. Phantom Brake это ты едешь по автобану или где-то, и вдруг машина тормозит очень сильно. Тормозит с 120 до, может быть, 70 км в час. Вот сразу. Почему это так? Как вы знаете, не только в Tesla, во многих современных машин есть запасной тормоз. Если машина чувствует, что будет авария, она тормозит, чтобы не была авария. Почему-то через камеры или через радар или какой-то сенсор она видит что-то не так, и вдруг тормозит. И это случается не при плохой погоде, может случиться в любом моменте. Хорошо, что каждый раз это случается меньше, каждый раз это реже бывает, но все равно бывает. И это тебе очень мешает, потому что это очень резкий тормоз. Если кто-то едет за тебя, вообще это опасно. Так что если вы едете близко за Tesla, будьте осторожными, что в любом моменте можете резко тормозить неожиданно. Можете ехать возле Tesla и говорить привет, но за Tesla близко лучше не делать. Вообще лучше не делать близко за никакой машиной. Еще что не так. Мы на этой неделе ездили на какой-то город, там посредине ничего. Типичная дорога, где нет фонарей, нету ничего рядом, домов вообще все темно. И теоретически, не только в Tesla, во многих есть автоматические высокие фонари. Не знаю, как это по-русски. И есть эти фонари дальнего видения, как оно называется по-русски. Они автоматически, теоретически. В нашем случае мы ездили километров 10 по очень темной дороге, где больше ничего нет, и она не включала ни разу. Потому что так. Еще просто потому что так. Если ты включаешь автопилот на светофоре, например, когда начинает ехать, впереди, перед тобой начинает ехать, и ты за ними. Автопилот понимает, что сейчас нужно ехать, и поедет. Что она делала плохо, потом в одной версии она делала хорошо, а теперь стала опять делать плохо. Плохо в смысле, что когда машина перед тобой начинает ехать, автопилот думает себе, что нужно набирать 50 км в час, нужно бам, на газ. И получается очень удобно, потому что очень резко набирать скорость. В одной версии она делала хорошо, они потом сломали, не знаю почему. Еще одна вещь, что не так сейчас. У нас как раз сегодня сломалась Sentry. Мы перезагружали машину, я сейчас вам расскажу, как перезагрузить машину, потому что если у вас будет Tesla, вам нужно это знать. Tesla это как большой iPad, так что нужно ее перезагрузить. Мы перезагрузали, и пока что Sentry у нас не работает. Потом напишем в конце видео, в чем это закончилось. Вообще проблемы с экраном бывает очень часто, что Spotify не работает, что экран не включается, что музыка останавливается. Вообще такое очень часто бывает. У нас практически, поскольку в нашем гараже есть плохой связь, практически каждый раз нужно перезагружать машину, чтобы начинать ехать. Потому что не ловит интернет и музыка через Spotify не играет. Идите сюда, я вам покажу, какие уровни перезагрузить машину есть. В машинах Tesla есть 3 уровня перезагрузки, которые вам нужно знать, потому что наверняка вам нужно будет пользоваться. Первый уровень это самый легкий, они идут самый легкий на самый большой. Самый легкий это ты просто нажимаешь тут на 2 ролики. Это можно делать даже при том, что ты едешь, машина не останавливается. Может продолжать ехать, просто вы сейчас увидите, что будет. Ты нажимаешь тут и держать. Держишь,
несколько секунд, и сейчас выключается экран и перезагружается система. Вот эта перезагрузка исправляет 90% всех проблем. Если с экраном что-то не так, не показывает карты, música остановилась, не ловит интернет, все эти проблемы чаще всего, если это не что-то сломалось, правда, в машине, чаще всего это исправляется с перезагрузкой. Как вы видите, сейчас еще черный, но вот сейчас будет лого Tesla. И это время машина, то есть компьютер, как говорили, это большой iPad, машина перезагружается. Вот сейчас уже лого Tesla и включилась опять. Второй уровень перезагрузки. Это делает то же самое, но с нажатием тормозом. Это, конечно же, вы не можете делать во время, пока едешь. Это второй уровень перезагрузки. Ты держишь тормоз, нажимаешь ролики, держишь нажато и не отпускаешь ничего, пока не будет лого Tesla. Вот. И третий уровень. И третий уровень перезагрузки – это ты заходишь тут в машину, Safety and Security, и нажимаешь Power Off. Спрашивает, ты уверен, что хочешь выключить машину? Нажимаешь выключить. Все выключается даже кондиционер. Нужно оставить машину вот так, пару минут, ничего не трогать, не открыть двери, потому что если нет, то отменяется перезагрузка. Оставить так пару минут, и через пару минут уже можно нажать на газ или выйти, или что тебе нужно делать. Это перезагружает больше всего системы в машине. Если у вас есть какой-то там большая проблема, которая не справляется с предыдущими уровнями перезагрузки, можете пробовать этот. Если после того все равно продолжается проблема, то, наверное, уже вам стоит обратиться к сервис-центру. Мы со своей машиной уже ездили 5000 километров, и пока что это все проблемы, которые мы нашли. Если у вас есть или вы слушали какие-то проблемы, можете написать тут в комментариях, и мы будем говорить об этом в другом видео. Увидимся на следующей неделе. Пока! Не едь близко за Tesla.